Дорогие друзья, добро пожаловать на канал Little by Little. Меня зовут Родион, и сегодня у нас такая интересная тема. Она вам классно поможет разобраться с одним словом, которое вы каждый день используете, если говорите на английском часто, конечно. Но которое, возможно, вызывает у вас затруднения. Я говорю про слово like. И в чем, вы скажете, а в чем затруднение? Like да like, нравится да нравится. А я скажу, а вы знали, что like это еще и существительное, глагол, понятно, и прилагательное, и наречие, и междометие, и частица, и предлог. О боже мой, столько всего, столько всего. И вот сегодня я вас постараюсь научить, как с этим жить. Видите, сколько всего у нас здесь есть. То есть мы с вами посмотрели на все значения. А вы подпишитесь на канал, если еще не сделали. Поставьте этому видео лайк прям сразу. Правда, полезно, вам понравится. И поехали. Давайте начнем с того, что поговорим по поводу like, как про глагол. Да, глагол. Потому что это самое такое его базовое привычное значение, и нужно с ним как-то подразобраться. Что мы знаем про глагол? Я сразу скажу, что у него будет достаточно много ответвлений. Мы будем рисовать такие своего рода веточки. И давайте. Первая веточка, которая, мне кажется, нужно обязательно прояснить, это когда мы говорим like, плюс частичка to. If she'd like to, I'd like to. Да, и многие из вас знают, что еще не только like плюс to, а у нас может быть еще like, когда после него будет идти глагол с инговым окончанием. I like watching you sleep. И в чем же между ними отличие? Давайте разберемся. Допустим, два предложения. Первое, я скажу I like to drink tea. Я люблю пить чай. Честно говоря, чай не люблю. Кофе. И второе, I like drinking tea. Вот такие два предложения. Я сразу прошу извинить меня за почерк. I am so sorry. Если он вам непонятен, я вам подскажу. Напишите в комментарии. Я буду стараться писать лучше. Итак, значит, что у нас? I like to drink tea, I like drinking tea. Как вы думаете, что между ними такого, чем они отличаются? Оба, конечно же, я люблю пить чай. И там, и там. Но если мы посмотрим на эту situation, то в этом случае мы говорим, что я люблю что-то делать, потому что потом, после этого, это дает мне какую-то пользу. Польза. А в этом случае это мое наслаждение в моменте. То есть мне клево сейчас. Давайте так и добавим наслаждение в моменте. И на самом деле это не прям так важно. Потому что эти штуки, они могут брать и видоизменяться. То есть, допустим, если вы скажете I like drinking, то в принципе более ходовой оборот использования это какой-нибудь британский английский. А так, если вам не особо важен контекст употребления, то есть вы не прям заморачиваетесь и учите английский, британский или американский, то не так это прям супер, прям сильно важно. Можете пользоваться и тем, и другим, у вас прекрасно поймут, и грамматически все это и так правильно. Поехали дальше. Давайте следующее посмотрим. Следующее глагольное значение будет очень банальным. Это будет, когда вы подразумеваете слово want. Да, хотите. То есть что здесь? Здесь просто мы взяли и like заменили на want. Whatever you like. Допустим, я могу сказать, ты можешь делать все, что захочешь. Да, просто тоже захочешь, получается. Как я скажу по-английски? You can do whatever you like. А также могу сказать you can do whatever you want. Давайте я запишу пример. И здесь, да, like наш это то же самое, что значение слова want. Да? Они здесь взаимозаменяются. Хотите то, хотите это, скажите. Все одно и то же. Тут что у нас тут? У нас, видите, немножко своеобразная структура. А мы же можем просто иногда взять и сказать, что мне что-то нравится. Да, допустим, это какое-то то, что меня привлекает. Да? Что-то меня привлекает. В английском напишем как attraction. Attraction в значении того, что это привлекательно для меня, но это именно как
там, к чему душа лежит, что-то, что нравится. I like you. I like you. Не обязательно вы это любите. Это может быть что-то, что просто доставляет вам какое-то удовольствие. То есть, если у меня, допустим, вот жена, зовут ее Алена, я скажу I like Алена, то жена мне по ушам дает. You don't love me. Потому что это лайк мне вдруг, то love, то теперь лайк. Поэтому такое. Надо быть как-нибудь с этим поосторожнее. И лучше сказать love, но, допустим, если я скажу attraction, I like her, пусть будет неизвестно кто, но типа я ее еще не очень знаю, чтобы прям быть love, да. I like her, but I don't know her much. Это не much well будет, her well, но не очень хорошо ее знаю. Вот, поэтому like это attraction, но не affection, то есть еще раз не любовь, не накосячьте, а то по ушам получите, безужно останетесь. Ну, у кого что. You never really love me. Дальше поехали. Следующее значение у нас будет, это когда вам просто что-то нравится, вы от чего-то получаете удовольствие. Я напишу это слово enjoy. Enjoy. Я получаю удовольствие. То есть вы можете сказать, я люблю воду, у меня вода стоит. Я так и скажу. I like. То есть как enjoy то же самое, как like. Они, кстати, могут быть заменены. I like you. I like you. Скажите I like water. Да, я люблю пить воду. И здесь, в этом значении like, вы можете просто заменить на слово enjoy. Они опять же здесь взаимозаменяемы. Прекрасно работают вот в такой паре. Не хочется говорить слово тандем. Да. Вот. Like понятно, как глагол здесь, да. Поехали с вами дальше. Посмотрим следующего присутствия. Как бы нам красивенько переехать. Вот давайте так. Итак, like в следующей своей ипостаси. Ну, чтобы нам как-то по логике идти, давайте посмотрим, как оно существительное. И что мы знаем про like как про существительное? Это то, что у него, давайте возьмем, наверное, два значения основных. Это будут основные два значения. Первое значение мы посмотрим как на... Вот на русский здесь сложно перевести, потому что в русском мы говорим слово like. Да? То есть кто что, like, существительное. В английском, если это как-то интерпретировать на русский, то это, в общем, что-то, что нравится. Что нравится. My husband's sexual likes and dislikes. Допустим, если я хочу такое сказать, выразить такую мысль, то я скажу, например, она знает мои предпочтения. Слушайте, вот хорошее слово. Вспомнил. Она знает мои предпочтения. И будет she knows my likes. She knows my likes. Она знает мои предпочтения. Знает, что я люблю, что что-то мне нравится. И вот это my likes, это будет у нас уже существительное. Достаточно банально, правда? Я думаю, и так понятно. Давайте еще немножко посмотрим другой вариант с существительным. Допустим, мы скажем, это как значение, которое потом будет произрастать от смысла подобия, чего-то, подобие. То есть подобное чему-то, подобное чему-то дальше. То есть оно будет вырастать уже из других вещей. Давайте как подобие я и напишу. И давайте подумаем про подобие. Что мы можем про подобие сказать? Например, I will never see. Shall never see his like again. Your like again. Я никогда не увижу твоего подобия снова. О, хороший пример. I'll never see you like again. Да? И в этом случае слово like, да, вот это вот самое like, это как раз таки подобие. Оно выполняет роль существительного. Да? То есть можно было бы артикль the like again, да, то есть в таком духе он уже будет перемещаться по разным контекстам. Вот, собственно, про существительное и все, я думаю. Про все про существительное. Поехали дальше. Будем искать следующее значение. Переедем вот сюда. Если, кстати, вам эта картиночка будет нужна, она будет доступна по ссылочке в описании на сайте little.by. Обязательно зайдите и скачайте себе ее. Of course. Она вам обязательно пригодится, я в этом уверен. Как думаете, что мы следующее возьмем? Что вы хотите следующее узнать? Я думаю, что неплохо разобрать значение маленькое, на самом деле, прилагательное. И что мы скажем про прилагательное, на самом деле? Оно здесь не такое прям обширное, как я уже сказал. Прилагательным будет одно лишь значение, поэтому разрисовывать не будем. Это как значение подобный. Вы помните, что у нас было значение подобие
для существительных, а вот теперь у нас подобные. Какие вы примеры бы привели? Давайте подумаем, какие у нас примеры могут быть. Допустим, я и мои друзья имеют подобные схожие интересы. О, вот такой, да. I and my friends have like interests. Вот давай такой запишем. И это как бы на самом деле не самое прям ходовое употребление. То есть здесь слово like для английского могло бы лучше быть заменено словом similar. Но у like в принципе есть такое значение, как similarity, да, то есть сходство. Поэтому, в принципе, можно его оставить, но это не самый такой ходовой вариант, как прилагательное. Не обязательно его так использовать. Давайте поехали дальше. Здесь мы с прилагательным разобрались. Сейчас мы как-нибудь красивенько переедем. Мне кажется, нам лучиков не хватит. Like такой богатый на это. На смысл глагол слово. Давайте вот сюда подлезем. Так, опаньки. Следующим давайте, наверное, вытащим его в значении частицы. Частица. И здесь сложно, потому что в этом значении частицы он больше работает как нечто, как бы это сказать, как нечто непереводимое, как нечто сленговое. Это как слово, например, что такое типа. Да, вот давайте, наверное, таким образом я запишу. Типа. Поэтому в русском языке это не очень хорошо говорит. Но, в принципе, еще нормально. Я типа тебя знаю. Это, опять же, видите, у него значение подобный, да, подобие какого-то. Оно проистекает отсюда. И, например, давайте какой-нибудь пример. Я типа тебя знаю. Как вы скажете? I like know you. И здесь, наверное, like стоит выделить так запятыми, да. И в этом случае, кстати, like может перемещаться вообще куда угодно. Так как частица, она такая достаточно свободная единица в предложении, она будет прыгать like I know you, там уже типа я тебя знаю, I know you like. Ну, короче, эти варианты могут очень сильно отличаться и по-разному воспроизводиться, но, в общем, смысл у них такой. Частица, она как бы больше вот такого вот рода сленгового, да. Не только, кстати, частица сленгового рода. Давайте еще одну другую штуку возьмем. Они достаточно в этом смысле похожи. Оп, вот сюда. И вот здесь это для английского называется значением interjection. Interjection на русский будет переводиться как междометие. Давайте его запишем. Как бы нам здесь это... Вот давайте вот так, междометие. Простите за почерк. Я буду вас постоянно извиняться за почерк. Итак, междометие. И тут прям вообще сленговые варианты. Междометие это как какое-то, опять же, не имеющее особого прям контекста и смысла какое-то слово. Ну, вот, наверное... давайте так. Наверное, классно будет сделать в сравнении. Допустим, есть междометие hey. А есть междометие like. Like. Вот как думаете, как они будут отличаться в контексте? Если, допустим, я скажу, почему ты мне не написал? И будет у меня A, то я его на первое место вынесу. A, why didn't you write me? А с междометием like это будет like, why didn't you write me? Давайте тоже запишем. И как вы думаете, вот у нас есть два варианта. Как вы думаете, что между ними разного, чем они между собой отличаются? Давайте тут отдельно. Чем они между собой отличаются? Чем? Вот. Если мы скажем через A, вот в этом значении, то у нас получается как нечто вроде обвинения. А если мы скажем like, то в данном случае это будет типа, ой, я забыл. Типа забыл. Вот в таком контексте, да, like, why did you write me, будет вот подразумевать вот такой смысл. Это немножко сложно, это такой прям сильно разговорный, хороший английский, поэтому где-то с этим надо просто, это надо чувствовать. Вот поэтому имейте в виду, что здесь не все так просто. Что же, поехали дальше. Мы с вами уже много всего взяли, нужно еще, это еще не конец. Следующим этапом давайте мы возьмем, поговорим про предлог. Like как предлог. И в значении предлога мы будем, наверное, думать это как что-то. В русском языке, кстати, значение предлога и наречия, то есть в английском языке значение предлога и наречия, они могут перемешиваться. Поэтому все бывает немножко неоднозначно. Ну, например,
по вкусу, например, что-то как что-то. И в русском давайте вот, например, пример возьмем. Пусть будет по вкусу. Это по вкусу как... Как что? Как вода. Допустим, какой-то напиток. И как мы это перейдем? It tastes like water. С водой немного, да? Ну что ж. It tastes like water. И like, вот в этом самом значении, в этой своей роли, он будет как бы показывать подобие. Опять же, видите, у меня значение подобие. Очень часто оно пролезает. Подобно. И вы скажете, ну это похоже очень на наречие. Я скажу, ну да, это очень похоже на наречие, потому что действительно значение очень пересекается, но у наречия будет немножко другое. Наречие он будет показывать больше какой-то такой ролевой оттенок. Но мы об этом чуть попозже поговорим, нам немножко совсем осталось. То есть значение вот оно для предлога такое будет. Давайте, что у нас еще осталось? Давайте еще одну стрелочку протянем от like. Как-то вот так. Оп. Вот такая вот стрелочка у нас. Итак, что у нас здесь будет? Давайте, наверное, правда и возьмем сразу наречие, почему бы и нет. Это будет логично, по крайней мере, наречие. И, как я говорил про наречие, наречие будет выполнять действительно некоторое значение как роль чего-то. Выполнять роль. Они все похожи, видите, они все пересекаются очень сильно, поэтому на самом деле можно в такие глубины не вдаваться, можно ограничиваться немножко более простыми вещами. Ну, допустим, вот у нас есть роль. Роль. Как бы нам выразить? Есть в грамматике вообще отдельно даже тема такая, на самом деле. Чем отличаются между собой as и like? И вот давайте мы это разберем, почему бы и нет. Полезно, думаю, тоже будет. Если мы говорим про роль в значении as, и если мы говорим в значении like. Вот когда мы говорим про as, то мы подразумеваем, что мы и есть тот самый человек, который выполняет ту или иную жизненную функцию. Please don't use this gift certificate. I'm asking you as a friend. Например, какой-нибудь давайте. Как твой друг, as your friend. То есть я уже являюсь твоим другом, поэтому я предполагаю, например, за собой какие-то в дальнейшем действия. А другой вариант, мы можем сказать вот именно like, да, это будет уже типа не являюсь другом, но выполняю как бы его функцию, если бы я был на его месте. I know, isn't it cute? He's like a little man. То есть, допустим, если скажу like your friend, то мы уже подразумеваем, что не твой друг, да, но если бы я был на его месте, то происходило бы следующее. То есть, опять же, здесь вылезает для слова like значение подобие. Подобие, да. А здесь значение как бы тот самый, тот, кто есть. Вот такая петрушка. Я думаю, понятно здесь, да? Ничего такого прям больше страшного с наречием не происходит. И у нас остается последняя часть, которую я, кстати, в начале видео не упомянул, но сейчас почему бы и не сказать, мы говорим про союз. Давайте найдем место, куда бы нам здесь подлезть. О, я нашел уголок, чтобы никто не уволок. Поехали сюда. Вот так. И, собственно, это союз. Союз. Давайте подумаем, как будет у нас жить like в виде союза. Допустим, будет такой пример. Это выглядит, как будто ты сделал свою работу. It looks like you did. Вот, да, это выглядит, как будто сделал свою работу, и мы можем это записать. Давайте вот такое. It looks like you have finished your work. Work, конечно, здесь не очень хорошо смотрится, но почему бы и нет, пусть будет. То есть вот этот like выполняет здесь роль союза. Он соединяет ваши два предложения, предложение 1 и предложение 2. Да? Вот он, подлежащее сказание. То есть вот он выполняет роль такого соединителя, такой связочки. У него, в принципе, если по аналогии провести, то он как бы аналогичен двум своим вариантам для английского, как, например, as if, либо as though. Вот такая вот история. Вот. Ну что же, вот они все наши сегодняшние, все наши друзья. Давайте их немножко уменьшим, посмотрим, что у нас получилось. Вот такая вот красивая картиночка у нас получилась. Сейчас мы приблизим. О, влезла. Видите, сколько всего?
сколько всего у нас здесь есть. То есть мы с вами посмотрели на все значения, как like выглядит, работает, наречие, существительное, глагол, союз, частица, вообще междометие. Я думаю, вы после этого видео должны стать мастерами использования like. Вы должны его просто как дзен понять. И я надеюсь, вам это видео было полезным. Поставьте лайк, вот, подпишитесь на канал, телеграм-канал, колокольчики нажмете, комментарии напишите. В общем, сделайте все, чтобы было приятно и хорошо.